Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна амигуруми». И сегодня я хочу связать с вами вот такую вот популярную игрушечку сейчас, лабубу, которая на слуху сейчас у всех. Вот и я не исключение, я решила для себя тоже сделать вот такой вот небольшой брелочек. Но он, конечно, намного больше, чем обычно я вяжу брелочки. Вот, ну, эта игрушечка такая есть. Она немножко идет больше, чем обычный брелок по размеру. Размер этой игрушечки 20 сантиметров. Я ее вязала из двух видов пряжи. Значит, первая пряжа, это она такая вот, видите, пушистенькая. Связаны они в разных цветах. Вот, и обычная плюшка на 100 грамм 120 метров. Вот такая вот игрушечка. Все они связаны по одной схеме, только разных видов пряжи. Я вам сейчас покажу, какой вид пряжи я использовала для вот этих вот пушистиков. Вот, но будем вязать мы из плюшевой пряжи, потому что это более привычная пряжа. Видно петелечки. Вот, но точно по такой же схеме я вязала и вот этих вот пушистиков. Этот немножко больше почему-то у меня оказался, но я его, видимо, набила поплотнее. Вот, связаны они по одной и той же схеме. Просто, видимо, в разные дни вязала, и другая плотность у меня получилась. Эта игрушечка вяжется практически одной деталью, ввязывается только ручки. Значит, голова вяжется, мы пришиваем только мордочку. Я не захотела два раза вязать голову, вот, и решила сэкономить пряжу. Поэтому у меня полностью связана голова, туловище и ножки. Вот. А саму мордочку я просто пришиваю. Полностью ее оформляю. И потом затем в серединке я приклеиваю и пришиваю ее уже на саму деталь. Так, мне кажется, быстрее она вяжется и меньше идет затрат. Я не вяжу два раза одну и ту же деталь. Для меня так проще и удобней. И экономнее идет. Мордочки я делала с вот такими вот глазками. Это обычные черные глазки. И вышивала вот такие вот закрытыми глазками. То есть я просто вышивала их. Ну, а вы уже оформляете саму мордочку так, как вам больше нравится. Покупала я отдельно вот такие вот карабинчики. И делала цепочку из воздушных петель, обычный джинс. В двойную ниточку брала и просто одевала карабинчик. Вот размер и длина, вернее, этой тесемочки вы можете тоже выбирать самостоятельно. Вот у меня есть покороче, вот есть подлиннее. То есть тоже смотрите, как вам больше нравится. Длину можете тоже выбирать самостоятельно. Вот это покороче идет, ну то есть смотрите сами. Дальше, сейчас я вам покажу пряжу, с которой я вязала вот этих вот пушистиков, чтобы вы знали. Вот. А в мастер-классе я буду использовать плюшевую пряжу на 100 грамм 120 метров. Итак, для вязания пушистиков я брала вот такую вот пряжу. Она идет, видите, с одной стороны идет ниточка плетеная, а с другой стороны меховая такая часть. Вот, вязала ее крючком 4,5, вот эту вот пряжу всю. Называется она вот так, даже не произнесу. Это производитель Yarn Art. Вот, и так, на 100 грамм 100 метров. А для мастер-класса я буду использовать и вяжу тоже вот таких вот лабубушек. И вот таких вот лабубу. Тоже вяжу из плюшевой пряжи на 100 грамм 120 метров. Бежевая. И в этот раз я буду вязать розовую, чтобы было хорошо видно. Вот такое вот сочетание будет розовое у меня лабубу. Дальше мне понадобятся глазки 12 миллиметров черные. Обычные черные глазки. Дальше карабинчики, либо такое вот колечко просто, либо вот такой вот карабинчик. Тоже карабинчики могут быть разные. Дальше крючок 4,5.
Иголочка, маркер, ножнички. Дальше нам понадобится для вязания тесемочки, для держания карабинчика. Я взяла вот такую вот светло-розовую пряжу. И для оформления мордочки я взяла белую и черную пряжу. Для вышивания зубов, ротика и так далее, носика. Ага, и еще необходима белая плюшевая пряжа для вышивания белков. Вот такой вот небольшой кусочек белой плюшевой пряжи просто. Все, давайте начнем. Итак, начинаем вязать ручку. Начинаю я с бежевой пряжи. И набираю я 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. Один, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше второй ряд провязываем таким образом. Хвостик вяжу вместе с деталью. 1 столбик без накида. И ставлю маркер первый столбик. Прокладываю ниточку, хвостик. И вяжем. В следующую петельку я вяжу шишечку, которая состоит из 3 столбиков с накидом. Делаю накид. И в следующую петлю провязываю неполный столбик с накидом. Дальше опять накид. Второй неполный столбик с накидом. Опять накид. И третий неполный столбик с накидом. Дальше провязываем все петельки вместе и воздушная. Дальше делаю накид, прокладываю ниточку, подтягиваю. И в следующую петельку я провязываю опять шишечку, которая состоит из 3 столбиков с накидом. 1, 2, 3. Провязываем все петельки вместе и воздушная. Дальше еще в следующую провязываем еще одну шишечку, которая состоит из 3 столбиков с накидом. Провязываем все петельки вместе и делаем воздушную. Дальше остается 2 петельки, и дальше я провязываю 2 столбика без накида по цепочке. Последнюю петлю я не довязываю, обрезаю ниточку и присоединяю розовую. И заканчиваю последнюю петельку уже розовой ниточкой. Дальше вяжем. Во втором ряду у нас 6 столбиков, как было, так и есть. Третий ряд провязываю столбик без накида. Ставлю маркер в первый столбик. Дальше вот между подушечками, между шишечками воздушные петельки провязываю прибавку. Следующий между пальчиками провязываю столбик без накида. В следующую по воздушным петлям прибавку. И последние 2 петельки остались, столбик без накида и прибавка. Мы провязали так 3 раза. Хвостики все прячу вовнутрь. У нас получилось 9 столбиков, 3 прибавочки, 3 повторения у нас было, столбик прибавка. Вот так. Вот такая у нас ладошка получается. И теперь 4 и 5 ряд я провязываю без прибавок и убавок 9 столбиков без накида. Первый столбик провязала,
ставлю маркер. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Снимаю маркер и опять провязываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Провязали мы 4 и 5 ряд. Вот такая вот у нас ручка получается. Теперь складываем пополам. 9. Так как у нас 9 столбиков по кругу, вот эту вот петельку мы не считаем. Складываем пополам и провязываем вот эти половинки только. 1, 2, 3 и 4. Обрезаю ниточку. Все. Поправляю. Вот такая ручка получается. Я уже вторую связала. Вот. Вот такие две ручки получилось. Давайте теперь свяжем ушко. Начинаем вязать ушко. Внутреннюю часть я вяжу бежевой пряжей. И набираю 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Теперь во вторую петлю я провязываю столбик без накида. В следующую еще один столбик без накида. В последнюю петлю я вяжу полустолбик с накидом, еще один полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, воздушная, столбик с одним накидом, 2 полустолбика с накидом. Это все вяжу в одну центральную петельку. И по второй стороне теперь возвращаюсь 2 столбика без накида. Раз и 2. Вот такое ушко получается. Я обрезаю хвостик, ниточку обрезаю, все, и закрепляю ниточку. Вот такой вот получается, вот такое ушко получается. Теперь вяжем заднюю сторону ушка. Вяжу точно такое же ушко, только розовой пряжей. 3, 4. Теперь 2 столбика без накида. Затем в центральную петельку 2 полустолбика с накидом. Затем столбик с одним накидом. Воздушная, столбик с одним накидом. И 2 полустолбика с накидом. Все в одну петельку. И возвращаюсь по цепочке 2 столбика без накида. Вытягиваю немножко петельку. Лицевую, изнаночные стороны я складываю внутрь, вот так. Теперь одеваю в боковую петельку крючок, одеваю рабочую петлю и вытягиваю ее через петельку. И будем теперь провязывать, делаю воздушную и провязываю столбик без накида. И вот теперь соединяю 2 стороны. Вот, соединяю.
И вот петелечка в петелечку провязываю. Теперь подлиннее хвостик, ниточку отрезаю и фиксирую. Вот. Хвостики я вкладываю вовнутрь. Вот так. Все. Ушко одно готово. Второе я связала уже заранее. Вот. И два ушка у нас готовы. Теперь давайте вяжем. Первая ножка у меня связана. Вот так вот она выглядит. И давайте свяжем с вами вторую. На первой ножке я все связала, ниточку спрятала. Вот. И давайте свяжем с вами вторую ножку. Итак, бежевой пряжей я набираю 2 воздушные. Во вторую петелечку от крючка я провязываю 8 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Итак, первый ряд готов. Второй ряд провязываю столбик без накида. Хвостик вяжу вместе с деталью. И ставлю маркер, первый столбик. Дальше прокладываю хвостик, делаю накид и провязываю шишечку, пальчик вяжем, который состоит из 3 столбиков с накидом. Точно так же, как и на ручке. 1, 2, 3. Все это в одну петельку. Делаем провязываем через все петельки и воздушная. Итак, воздушную петлю мы сделали. Теперь делаем столбик без накида. Подтягиваем хвостик. И дальше опять мы провязываем шишечку, которая состоит из 3 столбиков с накидом. 1, в одну петельку, 2 и 3. Теперь все петельки вместе, воздушная, и в следующую столбик без накида. Уже провязали 2 пальчика. Теперь дальше делаю следующую петельку, опять шишечку из 3 столбиков с накидом. 1, 2, 3. Все петельки вместе, воздушная. И дальше столбик без накида. Провязали 3 пальчика. Теперь в последнюю петельку. Последнюю петельку я не довязываю, обрезаю ниточку. Беру розовую и заканчиваю последнюю петельку розовой ниточкой и меняю пряжу. Теперь снимаю маркер и провязываю столбик без накида. Ставлю маркер, первый столбик. В следующую воздушную петельку я провязываю прибавку. Дальше между ними был столбик без накида, я провязываю столбик без накида. Дальше воздушную петельку, прибавку. Дальше опять столбик без накида, провязываем одну петельку, столбик без накида. Дальше воздушную петлю, прибавку. Дальше опять столбик без накида и прибавка. У нас в третьем ряду должно получиться 4 повторения, столбик, прибавка, и 12 столбиков по кругу. Вот так.
Теперь 4 и 5 ряд я провязываю без прибавок и убавок 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Опять снимаю маркер и второй ряд, следующий ряд, 5, провязываю 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот провязала я 5 рядов. Теперь будем присоединять 2 ножки вместе. Значит, приготовила я вторую ножку. На первой ножке я обрезала ниточку, на второй нет. Продолжаем вязание. Значит, теперь я снимаю маркер. Значит, прежде чем соединить ножки, у нас должна быть петелька вот на уровне ножки. Вот на уровне ножки. Поэтому, прежде чем соединить 2 ножки, я сниму маркер и провязываю 1, 2 и 3. 3 столбика без накида. Вот, должна быть у нас петелька на уровне ножки, пальчика, вернее, не на уровне ножки, на уровне пальчика, вот. На серединке пальчика. Вот так. И мы будем соединять так, чтобы пальчики были впереди. То есть маркер на задней части. Вот пальчики впереди. А соединять мы будем заднюю часть. Поэтому я смотрю на второй ножке. По пальчику смотрю. И присоединяю вот. Там, где пальчик. На серединке пальчика. И делаю столбик без накида. И ставлю маркер. Все, мы присоединили. Вот мы присоединили на задней части, на задней стороне маркер. Теперь первый столбик провязали. Теперь мы провязываем 12 по одной ножке и 12 по другой ножке. Должно получиться в первом ряду 24 столбика. Итак, первый провязали. Дальше 2, 3, 4, 5. Итак, по второй ножке провязываем тоже 12 столбиков без накида. Таким образом, чтобы не было у нас дырочки здесь, я провязываю, очень плотненько провязываю первый столбик. Это будет 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вот 24 столбика по туловищу у нас получается. Соединили 2 ножки в первом ряду. Теперь 2, 3, 4, 5 и 6 ряд я провязываю 24 столбика без накида, без прибавок и убавок. Вяжем туловище. Все, давайте так провяжем. Сколько получается? 5 рядов.
5 рядов. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Да, 5 рядов. Давайте так провяжем. Итак, вот я связала. Вот такая деталь получается. Теперь 7 ряд. В 7 ряду провязываем так. 2 столбика без накида. В первый столбик ставлю маркер. 2 и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. И в конце ряда получается 18 столбиков. Второе повторение. 1, 2, убавка. Третье повторение. Четвертое. Четвертое повторение. 1, 2. Ой, это было 5-е повторение. И 6-е повторение. Все. У нас в 7 ряду 18 столбиков без накида. Вот такая деталь. Теперь мы будем ввязывать в 8 ряду. В 8 ряду мы с вами будем ввязывать ручки. Вот ручки. Итак, начинаем вязать 8 ряд. Я снимаю маркер, провязываю первый столбик и ставлю маркер обратно. Дальше вяжу 2, 3 и 4. Провязав 4 столбика, я прикладываю ручку. Смотрите внимательно, чтобы ручка ложилась правильно, чтобы пальчики смотрели как и ножки, как и на ножках. Вставляю я в первую петельку на ручке и петельку на теле и провязываю вместе. 1, 2, 3 и 4. Провязали первую ручку. Теперь провязываю я дальше 5 столбиков без накида. 1, 2, вяжу вместе с хвостиком. 3, 4, хвостик убираю. Можете ввязывать, можете нет. И 5. Это уже на ваше усмотрение. Теперь прикладываю вторую ручку. И провязываю вместе с ручкой. 1. Здесь я хвостик вяжу вместе с деталью. 2. 3 и 4. Подтягиваю хвостик и вкладываю в деталь. И в конце я провязываю 1 столбик без накида. Все. Вот мы с вами ввязали ручки. Теперь давайте наполним деталь холофайбером, потому что потом, сейчас мы будем с вами делать убавки, и чтобы нам удобно было наполнить холофайбером деталь. Итак, наполнила я деталь. И продолжаем с вами вязать дальше. 9 ряд. Столбик без накида. Ставлю маркер. И убавка. Так нужно провязать 6 повторений. В конце ряда должно получиться 12 столбиков. Это второе повторение. Третье.
4, 5, и последнее 6 повторение. Так, теперь 10 ряд я провязываю без прибавок и убавок 12 столбиков без накида. Снимаю маркер, провязала и ставлю маркер обратно. Дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 11 ряд. В 11 ряду мы провязываем в каждый столбик 2 столбика без накида, все прибавочки подряд. В первую петлю я провязываю прибавку, ставлю маркер в первый столбик и дальше провязываю в каждую петлю, в каждый. Третья прибавка, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 прибавка и последняя 12 прибавка. В конце ряда у нас должно получиться 24 столбика. Вот такая вот деталь получается. Продолжаем 12 ряд. Снимаю маркер, провязываю столбик без накида в первую петельку и ставлю маркер. Дальше 2, 3 и прибавка. Так нужно провязать до конца ряда, всего 6 повторений. В конце ряда должно получиться 30 столбиков. 1, 2, 3 и прибавка. Это уже второе повторение. 1, 2, 3 и прибавка. Это будет третье повторение. 1, 2, 3. Прибавка. Это будет четвертое повторение. Пятое повторение. 1, 2, 3 и прибавка. Шестое повторение. У нас по кругу получается 30 столбиков. Теперь 13, 14, 15, 16, 17 и 18 ряд. 6 рядов. Провязываем 30 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Давайте так провяжем 6 рядов. Итак, провязала я до 18 ряда. Набила уже плотненько туловище. И теперь 19 ряд. Начинаем вязать убавки, поэтому я плотненько набила туловище. Провязываю первый столбик, ставлю маркер. Дальше 2, 3 и убавка. Опять 1,
2, 3 и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. В конце ряда получается 24 столбика. 1, 2, 3, убавка. 1, 2, 3, убавка. 1, 2, 3, убавка. 1, 2, 3 и последняя убавка. В конце ряда у нас получается 24 столбика, а теперь 20 ряд. В 20 ряду снимаю маркер, провязываю первый столбик и ставлю маркер, начало ряда. Дальше 2 и убавка. Теперь мы делаем убавку через каждые 2 столбика. Всего должно быть 6 повторений. В конце ряда 18 столбиков. Давайте провяжем. Провязала я до конца ряда. Теперь 21 ряд. В 21 ряду мы делаем убавочки через каждый один столбик. Столбик без накида провязали. Ставлю маркер и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. В 21 ряду 12 столбиков по кругу и уже набиваем голову. Наполнила уже голову холофайбером. Теперь 22 ряд мы провязываем все убавочки подряд. 6 убавок и в конце ряда 6 столбиков должно получиться. Вот 2, третья убавочка подряд, 4, 5 и 6. Теперь я отрезаю ниточку и фиксирую. Теперь давайте наполним еще вот эту вот часть холофайбером. Здесь пусто. Вот, и стянем иголочкой отверстие.
Итак, я набила уже голову. И теперь одела иголочку. И теперь мне нужно только стянуть отверстие. Аккуратненько стягиваю за полупетельки отверстие. Центр сюда вставляю. Вот, а вывожу в любое место. Все, теперь путаю ниточки. Все. Итак, все, деталь готова полностью. Так, теперь давайте свяжем с вами мордочку. Начинаю вязать мордочку и набираю 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь со второй петли во вторую петелечку провязываю прибавку. Затем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В последнюю провязываю 4 столбика без накида в одну петлю. 1, 2, 3 и 4. По второй стороне провязываю опять 4 столбика без накида. И в последнюю прибавку. Последний столбик прибавку. 1 и 2. Первый ряд провязан. В первом ряду на 16 столбиков. Второй ряд провязываю в первую петельку прибавку. В первый столбик ставлю маркер. Так, во второй столбик опять прибавка. Дальше 4 столбика без накида по цепочке. Теперь 4 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая, третья, и четвертая. Теперь 4 столбика без накида. И 2 прибавки последние. Второй ряд провязан. Во втором ряду у нас 24 столбика. Третий ряд. Снимаю маркер, провязываю столбик без накида и ставлю маркер обратно. Дальше прибавка в следующую. Опять столбик без накида, прибавка. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше вот здесь вяжем по схеме. Столбик без накида, прибавка. Так нужно связать
4 повторения. Первое повторение, столбик без накида, прибавка. Второе повторение, столбик без накида, прибавка. Третье повторение и столбик без накида, прибавка. Четвертое повторение. Дальше 4 столбика без накида. Теперь опять столбик без накида и прибавка. Опять столбик без накида и в последнюю прибавка. Вот, значит, в третьем ряду у нас получается 32 столбика. Я подлиннее ниточку отрезаю и снимаю маркер и фиксирую ниточку. Все, вот такая вот мордочка у нас получилась. Теперь давайте будем ее оформлять. Итак, теперь начинаем оформлять мордочку. Значит, глазки я буду приклеивать. Приклеивать сначала я буду вот здесь на шляпке. Ножку я трогать не буду, ножку я буду приклеивать к самой голове. Сейчас я буду приклеивать, клей наносить только на шляпку, чтобы приклеилась, чтобы глазки приклеились к самой детали, к самой мордочке. Глазки, вот смотрите, вот серединка наша, цепочка из воздушных петель. И вот по краям этой цепочки я просто вставляю глазки. Очень хороший ориентир. Просто по концам цепочки. Вот так, симметрично, чтобы было. Все, и давайте их приклеим. И дальше я буду оформлять, я не буду уже комментировать, я буду оформлять, а вы будете смотреть, как я это делаю, и оформлять точно так же, как и я. Потому что там, ну, рассказывать нечего, просто будете видеть, как я это все оформляю. Приятного просмотра, и давайте оформим эту мордочку.
Итак, оформила я мордочку. Вот. Ротик, носик и зубки я вышивала ярнард джинсом. Вот белочки я вышивала плюшевой пряжей, ну и бровки я вышивала этой же ниточкой плюшевой, которой я вязала мордочку. Вот, я думаю, было все понятно, как я оформляла его. Делаем все симметрично, и зубки вышиваем, и все делается, ну, как бы на одной детали. И теперь мы эту мордочку просто пришиваем вот к нашему, к голове. Вот каким образом? Значит, я просто прикрепляю иголочками верхнюю часть, чтобы она не шевелилась. Затем серединку я приклеиваю. Наношу клей конкретно там, где глазки, там, где ножки на глазках. Вот. Чтобы мордочка была фиксированная. Вот, зафиксировала я мордочку. Вот, и теперь я приклею глазки. Вот, наносить буду на ножки глазиков и на серединку, вот, на серединку головы. Вот, я ее приклею, придавлю глазки, вот таким вот образом, придавлю их. И затем вышью, вернее, пришью мордочку полностью к голове.
Итак, приклеила я глазки, серединку вот, и прошила полностью всю мордочку. Вот так вот она выглядит. Можно тут все поправить. Вот. Вот так вот она выглядит. И теперь пришиваем ушки. Ушки пришиваем близко друг к другу, ну тоже симметрично. Вот таким вот образом. Я тоже покажу, как я это делаю. И вышиваем серединку вот на ушках. Этой же ниточкой вышиваем серединку. Давайте пришьем ушки.
Итак, пришила я ушки, вышила серединку, вот как я показывала. Вот, и вот такой вот лабубу получился. Давайте померяем. Вот, 19 сантиметров. Ну, еще, между прочим, зависит от пряжи, потому что все остальные у меня по 20 сантиметров. Вот. А этот, видимо, я или плотно вязала, вот, или пряжа тоже такая вот мягкая попалась, розовая, что получился у меня на 1 сантиметр меньше. Вот, но схема у всех одинакова, поэтому в зависимости от пряжи у вас получится своя игрушечка. Ну, они у меня все почему-то получились разные. Значит, это более плотная пряжа. И не могла ее так затягивать. И она, видите, получилась немножко больше плюшевая. Так что от пряжи тоже много чего зависит. Хотя схема абсолютно одинаковая. Абсолютно одинаковая схема. Но все мордочки, получается, выражение мордочек разное. Смотрите. Все мордочки получились разные. Вот такие вот лабибу у меня получились. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я говорю пока-пока.